Не пустили на Евровидение, мы устроим свое шоу с Киркоровым в перьях. Такую схему придумали режимные чиновники после фееричного фиаско перед Европейским вещательным союзом, который отстранил пропагандистских исполнителей голосы из места от участия в песенном конкурсе. Теперь все силы по продвижению нелегитимной власти в культурном поле сосредоточены на грядущем славянском базаре в Витебске. Мероприятие должно пройти в июле и готовится к нему с размахом на все деньги, которых, к слову, в бюджете практически нет, но, вероятно, бюджетникам придется еще туже затянуть пояса, чтобы Киркоров с Басковым смогли спеть для диктатора. Выступления ветеранов российской эстрады обойдутся государственные кубышки в сумму не менее 200 тысяч евро. Довольно существенные гонорары других артистов, которые собираются выступить на закрытии и открытии фестиваля. Однако по окончательному списку гостей пока есть большие вопросы, так как многие известные артисты под давлением белорусского общества уже начинают отказываться от участия в этом фарсе. Среди них комик Михаил Галустян, который в своем инстаграме потребовал удалить себя из списка участников и не дурить народ, а также певец Антон Табала. Отметим, что в этом году Славянский базар отмечает свой 30-летний юбилей. У его истоков стоял легендарный белорусский песняр Владимир Мулявин, имя которого госпропагандисты не упускают случая прополоскать в своих пресс-релизах для придания некой иллюзии солидности грядущему шоу диктатора. Вот только эффект от такой пиар-акции создается прямо противоположный, ведь приходит понимание, что 30 лет назад Славянский базар был действительно важным и значимым культурным мероприятием страны. Увы, при Лукашенко конкурс полностью лишился культурного аспекта и стал исключительно политическим действием, направленным на пропаганду некого союзного государства, о чем прямо написано на афишах. У бюджетников вот уже второй месяц подряд падают средние зарплаты. Только за прошлый месяц с поправкой на инфляцию она упала более чем на 3%. Больше всего пострадала сфера здравоохранения, образования и соцработники. Важно отметить, что в конце прошлого года бюджетникам обещали поднять зарплаты до 80% от средней по стране. И на этот показатель выйти все же удалось, но за счет надбавок медикам за борьбу с коронавирусом. В реальности же в феврале зарплаты врачей упали более чем на 160 рублей. У среднего медперсонала на 155 рублей. Не самые легкие времена переживают сейчас и пенсионеры. В прошлом месяце размер пенсии упал почти на 2%. Но чиновники расстраиваться не спешат, потому что план прошлой пятилетки был выполнен. Размер средней пенсии по возрасту все же составил 40,2% от средней зарплаты по стране. Но, как уже было сказано выше, средняя зарплата за последние 2 месяца упала почти на 200 рублей, а значит и об увеличении пенсии речи не идет. Это, в свою очередь, вынуждает пенсионеров продолжать работать или искать себе подработку. И пока в нашей стране огромные суммы идут на то, чтобы прокормить стадо прихлебателей режима, улучшение ситуации в ближайшее время не предвидится. Когда окажется, что имидж структуры, которая запятнала себя тотальным нарушением законов и политическими преступлениями, спасти нереально, за дело берутся настоящие профессионалы. Так и слитой киберпартизанами переписки МВД стало известно, что столичная пиар-менеджер Виктория Жердецкая взяла на себя эту функцию. И повышать престиж силовиков специалист решила с помощью Хиллари Клинтон и Мишель Обамы. Да-да, это не шутка. Амбициозная пиарщица придумала наполеоновский план, по которому супруги бывших американских президентов должны стать медиаторами по созданию конкурентов суверенных белорусских соцсетей и поисковиков. К слову, о последних представители силовых структур уже давно настаивают на том, что нашей стране нужны свои собственные Google и Facebook, полностью подконтрольные чекистам, где каждая ссылка и сообщение будут идеологически чистыми. Вот только интерес к таким ресурсам, вероятно, проявит не более 3% населения нашей страны. Поэтому Жердецкая уже сейчас пробивает почву для нового детища и занимается восстановлением заблокированных аккаунтов Ябатик, а также пытается заблокировать всех, кто высказывает что-либо порочащее честь и достоинство президента и его красавцев. По мнению пиарщицы, такие шаги вкупе со стримами про ОМОН и YouTube-шоу Welcome to Belarus заставят пересмотреть свои взгляды молодежь, которую втянули в бестолковые хождения по улицам. Что ж, кажется, что эффект от такого пиара будет прямо противоположный. И еще больше молодежи выберет ЗОЖ прогулки, лишь бы не смотреть, как Балаба и Карпенков становятся новыми звездами Ютуба.
Заместитель госсекретаря Совета безопасности страны Александр Рахманов придумал, как на предприятиях избавляться от неугодных. Чиновник предложил увольнять людей за призывы к забастовкам, которые не связаны с трудовыми спорами. Мол, белорусская продукция пользуется за рубежом большим спросом, а наглые заводчане пытаются остановить работу и расшатать коллектив. Правда, Рахманов не уточняет, кем заменят уволенных, ведь, как показал нам опыт забастовок прошлого года, на работу не выходили в основном высококвалифицированные работники, и многих из них никем заменить до сих пор не удалось. Судя по всему, у верного сторонника режима нелегитимного есть какой-то свой особенный план ударного труда. Важно отметить, что Александр Рахманов тот еще гений по внесению новшеств в белорусское законодательство. Днями ранее он, кстати, предложил выделить силовикам и госпропагандистам телохранителей, а в особых случаях и вовсе менять им внешность, дабы спасти от нападок протестующих. К сожалению, закон в нашей стране уже давно работает только в одну сторону – с целью оправдать преступления так называемых властей. Дать интервью – подсудное дело. В белорусских реалиях уже никто не ищет поводов, чтобы назначить штраф или сутки. Главное, чтобы был человек свободных взглядов, а повод наказать всегда найдется. Так произошло и с могилевской журналисткой Алиной Скребуновой, которая дала интервью телеканалу «Белсат» об обыске в своей квартире. В сюжете, который длился около минуты, девушка рассказала, как 5 марта у нее забрали всю технику, включая телефоны и флеш-накопители. Сразу после выхода интервью на Скребунову составили протокол за незаконное изготовление продукции СМИ. Вопрос, каким образом она могла изготовить видео, в котором участвовала исключительно в роли интервьюируемой, остался без ответа. Отметим, что по аналогичной статье только в текущем месяце журналистку штрафовали уже 10 раз. Общая сумма навара судебной системы на нелепых обвинениях составила более $3000. В настоящее время девушка находится за пределами страны, а очередное судебное заседание по ее делу назначено на 31 марта. И это все на сегодня. Не забывайте подписываться, ставить лайк и писать комментарии для продвижения этого видео. До встречи завтра и живи Беларусь!